Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Агаронян, я мастер рейки и медитации, и в этом ролике мы поговорим с вами о самой большой боли практикующих. Почему нет ощущений? Сразу скажу, что ощущение – это бонус. Поэтому если вы не чувствуете энергию, не значит, что она не работает. Но как сложно практиковать, когда реально не чувствуешь энергию в руках? Проблемы с чувствительностью связаны с эфирным телом. И именно оно, состояние эфирного тела, дает вам возможность чувствовать или не чувствовать энергию. Только у небольшого процента людей реальные проблемы с чувствительностью. У всех остальных проблемы с напряжением. Чувствительность и ощущения дает эфирное тело. И причины проблем с ощущениями две. Первое. Напряжение ментального тела, которое давит на астральное, а то, в свою очередь, давит на эфирное тело, сжимая его и уменьшая подвижность. Отсутствие подвижности или уменьшение подвижности эфирного тела приводит к тому, что вы не чувствуете энергию, как будто ничего не происходит. Но еще раз повторю, это не значит, что рейки не протекает и не лечит. Вторая причина – загрязнение эфирного тела. Если оно загрязнено, в нем много блоков, в нем много своего личного напряжения, вы также не чувствуете энергию. Почему у 97% моих учеников все получается? Потому что на курсе «Мастерство первой ступень», на обучении первой ступени, я даю техники работы с энергетическими блоками. И в конце концов, к концу обучения курса, чувствительность и ощущения появляются у всех. Не переживайте, у 80% людей, обучающихся у меня, проблемы с чувствительностью на начальном этапе. Но по мере эффективной практики и освобождения тела от блоков, ощущения появляются, подвижность энергии, подвижность эфирного тела увеличивается, соответственно, появляется чувствительность. Вторая причина или вторая группа людей, у которых напряжение идет из ментального тела, сталкиваются с куда более сложной задачей. Потому что расслабить ментал, расслабить мысли очень сложно. Как понять, что у вас проблемы с ментальным телом? Вы гиперответственны, волнительны, тревожны и контролируете себя, других. Вот это постоянное ментальное напряжение, конечно, влияющее на ваш характер, самочувствие, настроение, дальше давит на ваше эфирное тело. И такое напряжение уходит годами и требует много времени. Не каждому хватит усилий, усидчивости и веры в рейки, чтобы дойти до того этапа, когда напряжение спадет. Расскажу две истории. Одна о ученице, которая почувствовала энергию рейки на 4-й год своей практики. Я всегда удивлялся, как она продолжает заниматься, утверждая, что совершенно ничего не чувствует. Но вот когда на 4-м году практики она почувствовала энергию, у нее потекли слезы радости. Другая ученица совершенно не чувствовала энергию, но продолжала практиковать, потому что пришла в систему рейки для лечения своего дяди. И дяде помогала. Он чувствовал энергию, и ему реально становилось лучше. И она продолжала заниматься, потому что рейки работала. Не знаю, как будете поступать вы, но уверяю, что в первую очередь вам нужно поработать над энергетическими блоками, и ваша чувствительность в большинстве случаев восстановится. Только очень небольшое число людей не почувствует и не увидит результата от работы с эфирным телом. Где и как можно попрактиковать? Во-первых, посмотрите мой ролик, который называется «Правильная практика рейки». Позанимайтесь вместе со мной. Но куда лучше, если вы сможете присоединиться к моим практическим занятиям, которые проходят один раз в месяц по субботам. Переходите на сайт silkwarereiki.com и в разделе «Онлайн-обучение» найдите практические занятия, зарегистрируйтесь и присоединяйтесь. 3 часа мы вместе будем практиковать рейки, и вы увидите, что произойдет с вами. Уверяю, что ощущения будут куда ярче. Не расстраивайтесь, если вы не чувствуете энергию рейки. Проблема не в энергии и проблема не в вас. Это вопрос времени и правильной практики. Я не устану повторять, что главное правильно заниматься. И если вы не получили компетентного и достаточного обучения и не знаете, как работать с энергетическими блоками, вам нужно просто научиться правильно практиковать. Жду вас на своих курсах. Подписывайтесь на мою рассылку на сайте silkwarereiki.com. Там вы получите больше знаний, техник и интересных статей, которые помогут углубить и расширить вашу практику рейки. Спасибо большое за внимание и до следующего раза. Пока.